Красота лошади восхищает и преклоняет пред собой многих любителей конного спорта и ценителей прекрасного. Верховая езда давно была признана методом лечения. Гиппократ утверждал, что быстрее на поправку идут те, кто ездит верхом. Такая терапия подходит и для взрослых, и для детей, а во многих странах считается медицинским методом лечения. А что нужно, чтобы стать наездником? Чтобы стать наездником, нужно большое желание, терпение, выносливость и трудолюбие. Нужно любить лошадей, любить свое дело и работать. Главное прийти к нам в школу, и тогда у вас все получится. Главная цель и реализовать эту цель, не останавливаться, двигаться только вперед. А как называется та палочка, которая есть у всадника? Палочка у всадника называется хлыст. Вообще говорят, что хлыст – это для того, чтобы бить лошадь. На самом деле нет. А если учесть, что ножка всадника маленькая, то хлыстик, он как бы помогает всаднику подсказать лошади, что нужно где-то двигаться быстрее, где-то убрать бок лошадки. Поэтому хлыст – это помощник в руке всадника. И всадник должен грамотно им пользоваться, потому что можно хлыстом иногда и навредить лошади. Поэтому наши всадники все умеют пользоваться хлыстом. Как называются вот эти штучки на ножках у лошадок? Эти штучки называются нагавки. Их специально одевают для того, чтобы сохранить здоровье ног лошади, чтобы лошадка не растянула сухожилия, не травмировалась, не получила травму. Вот здесь, вот на лошадке, вот на этой, здесь нагавки. А вон там, если вы посмотрите на серую лошадку, у нее бинты. Бинты также используются для сохранения сухожилий, связок у лошадки. Потому что слабое место у лошади – это ноги и спина. Поэтому всадники всячески стараются сохранить это здоровье. Как называется вот та зеленая штучка у лошадки сверху? На спинке ты имеешь в виду? Да. Это называется попона. Ее используют для того, чтобы сохранить тепло, скажем так, лошади, чтобы вот сейчас уже плохая погода, лошадка отработала, вспотела, и чтобы она не замерзла, ее одевают на нее попонку. И лошадке хорошо, и всадник спокоен, что лошадь в тепле. А что это за красивая штучка там на попе? Ты имеешь в виду корону, которая там у нее выстрижена? Да. А это наши всадники на зимний период стригут лошадей для того, чтобы вот в манеже мы тренируемся, очень жарко, и лошади быстро потеют. И для того, чтобы они быстро не потели, их стригут. А наши всадники придумывали им оставлять на попе какой-нибудь рисунок. Вот Ксюша оставила корону, кто-то оставляет лапу зверя, такого медведя, кто-то рисует звездочки. Это очень красиво, и в то же время лошадь не потеет, ну и эстетично красиво смотрится. А здесь наша конюшня. Здесь у нас живут лошади наши, отдыхают, проживают свою прекрасную лошадиную жизнь. Я тебя сейчас с ними познакомлю. Договорились? Хорошо. Это наши девчонки, которые занимаются, ухаживают за лошадьми. Здесь у нас пенсионер стоит, Посад, который завоевал 3 лицензии на Олимпиаду, был на 2 Олимпиадах. Он уже, конечно, уже у нас старенький, но тем не менее мы гордимся им. И эта лошадь достойна уважения. Несмотря на свой рост, мы можем посмотреть, какой он у нас маленький. Идем сюда. Обрати внимание, сколько у него наград, видишь? Угу. Сколько у него всяких розеток, побед за его спиной, на его... Это все его? Это все его, и это, наверное, только одна какая-нибудь малая часть того, что он завоевал. Он у нас сейчас находится на пенсии, постоянно гуляет и отдыхает. Погладь его. Если вы обратите внимание, он не очень высокий, не такой обширный, но у него очень такая спортивная, активная жизнь. И благодаря его характеру, благодаря его целеустремленности, он завоевал много-много медалей вместе с Еленой Телепушкиной. Вот теперь у нас на отдыхе. Вот. Дашь ему сахарочек? Да. Они очень любят сахар, они любят лахардики. Вот. Видишь, как они берут? Приятно. Да. Ариш, смотри,
Лошади, они как маленькие дети, они всегда хотят чего-нибудь вкусненького, какого-нибудь лахардика. И когда наши девочки приходят на тренировку, у них обязательно в кармашке обязательно должен быть сахарочек. Сахарочек, морковочка, потому что они обязательно обшарят карманы, и их обязательно нужно хвалить и подкармливать. Без этого не обходится. Давай, я вижу, ты принесла ему что-то вкусное, давай ты его угостишь. Подожди немножко. Нет, не пакетик. Посмотри пальчики, ага. Хорошо. Лошади, они всегда берут губками. Они могут, конечно же, укусить человека за пальчик только в том случае, если неправильно подаем им вкусняшку. А как правильно угощать лошадку? Как правильно угощать лошадку? Нужно взять вкусняшку, лахардик какой-нибудь, открыть полную ладошку и подать лошадке. Лошадка берет губками, но не зубами. Если лошади неправильно подать, она может немножечко спутать и немножко прикусить. Но она, как правило, сразу понимает, что во рту у нее человеческая плоть и сразу открывает рот. Поэтому вот на такой открытой ручке. Давай мы ее покормим. Смелее. Видишь, как он берет? Нежно и ласково. Вкусняшки они очень любят. И обязательно, когда мы к ним идем, у наших девочек постоянно в кармашке либо сахарок, либо морковочка, яблочко. А вы сказали такое слово лахардики. А что Лахардики. это такое? Лахардики – это вкусняшки для лошадей, потому что они маленькие дети, которых нужно постоянно подкармливать. Для детей лахардик – это конфетка, а для лошадки – это яблочко, морковка, сахарочек. То есть это все лахардик. Давай ему яблочко. Только немножко ближе. А какими болезнями болеют лошадки? Ой, лошадки болеют разными болезнями. Они, как и люди, болеют гриппом. У них, как и у людей, бывает животик болит, бывают и сложные болезни, как и сахарный диабет, как и эмфизема. Это все бывает у лошадей. Сахарный диабет у лошадей? Да, к сожалению, и такая болезнь встречается у лошадей. Но, слава богу, у наших лошадей, наши лошади такой болезнью не болеют. Этот метаболический синдром проявляется, как правило, у лошадей ожирением и протекает как вторая стадия сахарного диабета, как у людей. Лошади начинают полнеть, мы думаем, что у них все хорошо, на самом деле у них идет переизбыток углеводного питания, и на самом деле становится плохо. О, это прям разрушает миф о том, что диабетом болеют только те, кто едят много сладкого. Вася же не мог слушать сладкое. Да, Вася не мог много кушать сладкого, и, слава богу, он не болеет этим сахарным диабетом. Но есть лошади, которые много получают углеводной пищи и мало двигаются. И есть еще генетически расположенные породы лошадей, которые могут приобрести эту болезнь. Это шотландские пони. Поэтому, если всадник видит, что лошадь начинает быстро полнеть, у нее мало сил, обращают внимание, чем же ее кормят. Уменьшают количество углеводного питания и больше дают нагрузки. Но, к сожалению, у лошадей еще проявляется ламинитом, то есть это болезнь копыт, и протекает эта болезнь очень осложненно. Лошади вообще живут за счет того, что они двигаются, а если копыта болит, то, естественно, лошадь двигаться не может. А им тоже колят инсулин? К счастью, у нас нет лошадей, которые больны сахарным диабетом, поэтому я не знаю, колят ли им инсулин или нет, но я знаю точно, что лошадям, которые болеют сахарным диабетом, пересматривают рацион питания и уменьшают количество углеводов. Это я знаю точно. Но я думаю, что инсулин – это достаточно дорогостоящий препарат. И поэтому, наверное, стараются лечить лошадей именно диетами. О, наверное, и инсулиновые дозы для них были бы лошадиными. Вася, красавец. А у Васи тоже есть какая-нибудь фишка? Фишка? Что это такое, фишка? Ну, вот у меня сахарный диабет. Мы называем это фишкой. Я поняла. Да, у Васи тоже есть своя фишка. У Васеньки у нас эмфизема. Эмфизема – это когда лошадь не может полноценно дышать, и при перепадах температур, при неправильной нагрузке ему становится хуже,
он начинает задыхаться. Вот сейчас он что-то у нас раскашлялся, но это, наверное, перед обедом он у нас так раскашлялся. Такие лошади тоже должны получать определенный уход, но тем не менее ему это не мешает выступать на соревнованиях, завоевывать медали. И вот буквально недавно девочка Мария Гес выполнила на нем мастера спорта. Васенька у нас боец. В солярии для лошадей под воздействием ультрафиолета и инфракрасного излучения лошади обсушиваются после тренировок, восстанавливаются после травм. А вообще лошади наши инфиземные вот со своей фишкой должен находиться максимальное время суток на улице. Поэтому мы сейчас с вами вышли на улицу. Да, ему приходилось сложнее, чем обычные лошади, в плане того, что когда нужно было тренироваться, накатывать элементы, ему могло стать в любой момент плохо. Поэтому нужно было очень внимательно давать ему нагрузку и внимательно следить за его здоровьем, чтобы ни в коем случае не перетрудить его и ему не стало хуже. Это очень кропотливый труд, и нужно быть очень внимательным спортсменом и тренером. О, это очень похоже на нас. Нам тоже приходится следить за своим состоянием здоровья. Жалко, что у нас нету тренера, но иногда это мама. А сейчас к нам присоединится Маша. Она недавно выполнила на Воксайде мастера спорта. Ух ты! Привет, Маша! Привет! А как давно ты занимаешься? Я уже занимаюсь на протяжении 5 лет. А долго вы тренировались для соревнований? Ну, для соревнований я тренировалась около полугода по тем ездам, на которых возможно выполнить мастера спорта. Ну и всеми силами шла к этому. А много было участников? Участников было около 30. Много. Маша, а это правда, что лошади выбирают наездника, а не наездник лошадь? Ну, я считаю, что отчасти это правда, потому что был у меня такой конь Вавилон. С ним у меня получилось все очень сложно, с ним надо было очень бороться, чтобы что-то получилось. А вот с Воксайдом такого вот не было, на нем легко и приятно ездить. Маш, а кого быстрее возьмут в конный спорт, девочку или мальчика? Ну, я думаю, что тут разницы нету, потому что гендер не важен. Все, кто хотят заниматься с лошадьми, могут сюда прийти и поездить, обучиться чему-то, выбрать для себя спорт, который нравится, и, в принципе, заниматься. Маш, а часто тут появляются жеребята, и их сюда привозят или они рождаются здесь? Ну, жеребята у нас примерно каждый год рождаются, а также некоторых привозят, но в основном все рождаются тут и живут тут до старости. Ух ты! А есть хоть один сейчас жеребенок? Сейчас есть жеребята и не только один. Вау, круто! А с какого времени жеребенок должен начать тренироваться? Ну, жеребята, вообще с ними надо, я считаю, что с ними надо заниматься от самого рождения, вот, чтобы они и людей слушали, и были такими послушными, а вообще именно тренировать их под седлом, седло одевать, начинать гонять их, это все надо начинать с 3 лет. Прикольно. Маша, а долго находиться в седле это больно? Ну, я бы не сказала, что это больно, да, иногда уже надоедает сидеть в седле, но, в принципе, нормально. О, а что это тут за круглое помещение? Это круглое помещение называется бочка. Тут мы гоняем лошадей, то есть делаем им тренинг. На длинной веревке
примерно на 8 метров. Мы гоняем лошадей по кругу на таких аллюрах, как рысь, галоп, и, получается, тренируем их, чтобы они отдохнули от того, чтобы всадник на них. Вау, сколько новых слов! Все загуглю, все узнаю. Лошадь – уникальное животное. Если тебе когда-нибудь случится протянуть лошади кусочек сахара и почувствовать прикосновение к своей ладони ее мягких, осторожных губ, увидеть, как благородно кивнет она головой, сердце твое обязательно забьется чаще. Знай, какой бы ни была лошадь внешне, это все равно сильное, умное, прекрасное, преданное животное. А сколько связывает с ней человека, и совместный труд на полях, и боевые походы, когда не раз спасала она хозяина от беды. Приручив лошадей в глубокой древности, люди до настоящего времени не перестают использовать их в самых различных областях своей жизни. У более чем 2 десятков народов лошадь считается священным животным. Лошади умеют узнавать других лошадей на фотографиях и картинках. Всего в мире живет около 60 миллионов лошадей, в том числе и диких. У лошадей великолепная память. Они могут запомнить обидчика на всю жизнь, но и друзей они тоже не забывают. Самый высокий прыжок лошади со всадником был официально зарегистрирован в 1949 году. Его высота составила 2 метра 47 сантиметров. Лошадь всегда ценилась за силу и выносливость. С помощью ее засаживали огромные площади зерна. Благодаря ее выносливости и подвижности была одержана не одна победа в войне. Легкая обучаемость лошади послужила спасением во время опасных ситуаций. Во время пожаров, наводнений или природных катаклизм лошадь спасла не одну жизнь. Лошадиное молоко вылечивает болезни печени, кишечника, кожи. Его используют для изготовления детского питания. Считается, что оно служит заменителем женского молока, так как состав очень похож. Средний срок жизни лошади составляет около 25-30 лет. Лошадь умеет распознавать эмоции в человеческом голосе. Вторичные функции лошадиных копыт – насос, которые качают кровь вверх по кровеносным сосудам, когда лошадь наступает на землю. Мария Евгеньевна, а дайте, пожалуйста, совет или напутствие для всех зрителей Диадетки. Я хотела бы вам пожелать и дать напутствие. Все детки, которые имеют какие-то фишки по своей жизни, чтобы вы никогда не сдавались, двигались только вперед, знали, что вам всегда помогут, и знаете, у вас всегда все получится. Главное, не опускать руки. Спасибо большое. Не за что.